Когда поехать? Лучшее время для поездки. Отель или гестхаус? Что выбрать? Питание на базе завтраков. В чем плюсы? Сколько денег взять с собой и в какой валюте? Где купить сим-карту и не переплатить? Привет! Меня зовут Евгений. На эти и другие вопросы отвечу в этом видео. Что? Все понятно. Гоа – это один из самых маленьких штатов Индии. Расположен он на берегу Индийского океана. Его богатство – это многокилометровые пляжи, которые государство запрещает передавать в частную собственность. Поэтому спокойно можно отдыхать на любом из них. Гоа делится на северную и южную часть. В южном Гоа дорогие виллы и отели. Он больше подходит для спокойного семейного отдыха. В северном цены за проживание и питание демократичнее. Здесь проходит много разных музыкальных тусовок. Так, Чаек. это... Так, вот ребята нас угощают, чайком. Пахнет молоко. О, прикольно. Прикольно, никогда такого не видел, никогда. Ау. Сейчас. Гоа процветает за счет туризма, поэтому к туристам здесь относятся очень хорошо. Практически все жители владеют английским языком, а многие даже русским. Лучшее время для отдыха в Гоа – с конца октября до конца марта. Воздух прогревается до 31 градуса, а вода до 28 градусов. Если поехать в Гоа в апреле или мае, есть риск провести весь отпуск в номере у кондиционера, так как температура на улице поднимается до 39 градусов. А с июня по сентябрь начинается сезон дождей. Влажность воздуха достигает 80%. Море штормит, купаться в это время запрещено. Где остановиться в Гоа? Выбор зависит от вашего сценария, идеального отдыха и бюджета. Что вообще представляет из себя жилье в Гоа? Отели. Стандартный вариант. Но нужно иметь в виду, что отели в индийской версии часто уступают по качеству аналогам в других странах. В отели обычно заезжают по пакетным турам. Они дороже, и многие путешественники выбирают для проживания гестхаус. Гестхаус – очень распространенный вид жилья в Гоа. Это бюджетное жилье стоимостью в среднем от 600 до 1400 рупий в сутки. Стоимость 1 рупии примерно 6 тенге. Гестхаус – это просто комната с отдельным выходом на улицу, с окном, кроватью, вентилятором и минимум мебели. Кондиционер появляется в гестхаусах подороже, в среднем от 1200 рупий за сутки. Но он, как выяснилось, не особо нужен, так как по ночам температура воздуха опускается до 20-23 градусов и становится вполне комфортной. Имеется совмещенный туалет и душ, а снаружи небольшая терраса, где можно посидеть вечерами с чашкой чая. В общем, гестхаус – жилье без особых излишеств, но вполне достаточно, чтобы приятно переночевать или отдохнуть. Почти все отели и гестхаусы в Гоа работают на базе завтраков, но не стоит этого пугаться, потому что в Гоа это скорее плюс. Во-первых, кафешки встречаются на каждом шагу. Во-вторых, цены более чем приемлемые, чуть позже расскажу об этом подробнее. И в-третьих, Гоа – это атмосфера, это движение по штату, это фантастические закаты на берегу океана. Быть здесь привязанным к одному месту – большая ошибка. Еда в Гоа отличается яркими вкусами и обилием специй. Местные пельмешки, мамошки с разными начинками, креветки масала, тали, кингфиш, тандури чикен – это мои личные рекомендации для начала знакомства с индийской кухней. Если вы не готовы к острой еде, заранее предупредите официанта. Вовремя сказанное little spicy или no spicy убережет вас от проблем с желудком. Цены вполне приемлемые. В кафе Северного Гоа обед на двоих обойдется около 700 рупий. Так он вкусно жарит, обалденно, вообще обалденно. А Алюша сказала, поехали домой. Это не гигиенично, он там что-то пальчиками куда-то что-то накладывает. Все, говорит, поехали домой. Благодаря налоговым льготам в Гоа самый дешевый алкоголь во всей Индии. Местный светлый ром Макдауэлл, темный Олд Монк, пиво Кингфишер получили заслуженную любовь туристов. Такого разнообразия никогда не видел, никогда в жизни. Никогда. В таком маленьком магазинчике, очень маленький, вдоль дороги стоит магазинчик, и такой ассортимент. Он, наверное, тут копится годами, этот ассортимент. Сколько взять с собой денег? Основные статьи расходов на отдыхе – это питание, экскурсии, сувениры и транспорт. Питание в Гоа. Средний бюджет на питание в Гоа – 1000 рупий в день. Обед – 350 рупий, ужин – 750 рупий,
Шикарное меню от 2000 рупий в день. Примерные цены на развлечения. Ловля краба 3500 рупий. Однодневная экскурсия 4000 рупий. Рыбалка с местными рыбаками 2500 рупий. Массаж от 1000 рупий. Йога, индивидуальное занятие, 2500 рупий. На сувениры можно отложить от 2 до 4000 рупий. Услуга такси обойдется около 1000 рупий за час. Но если у вас есть права, то очень рекомендую взять в аренду байк. Вы будете мобильны и, что самое ценное, сможете устраивать себе путешествие внутри путешествия. Аренда байка стоит 300-400 рупий в сутки. Заправка бензина 60 рупий за литр. Бензин продается в литровых бутылках в каждом продуктовом магазине и в палатках вдоль дороги. Подробнее об особенностях аренды байка, передвижения по дорогам Гоа и взаимодействии с местными полицейскими я расскажу в следующих выпусках. Итак, для комфортного 10-дневного отдыха в Гоа вам понадобится около 30 тысяч рупий. Ну а для роскошного отдыха нет предела совершенства. В какой валюте брать с собой деньги? С собой можно взять $100 наличными, а остальные деньги снять на месте в банкомате. С картой Каспи у нас не возникало никаких проблем. Банкомат берет комиссию 200 рупий за операцию. А если вы купите доллары на все деньги, то при двойном обмене из тенге в доллары, а потом в рупии, вы с каждых $100 потеряете по 1500 тенге. Если вас по прилету в Индию ждет трансфер, и у вас нет острой необходимости в наличных, не спешите менять их в аэропорту или у гида. Менять деньги выгоднее в местных ювелирных магазинах. Причем 100-долларовую купюру нового образца с 2008 года выпуска с голубой полоской вам обменяют по более выгодному курсу, чем мелкие купюры или купюры старого образца. Где купить сим-карту? Скорее всего, гид предложит купить у него уже оформленную сим-карту, ссылаясь на то, что ее оформление долгое и сложное. Да, оформление сим-карты займет около получаса. При покупке вас сфотографируют на белом фоне, попросят паспорт, возможно визу и место проживания. Но при этом вы сэкономите 1200 рупий. В общем, решать вам, купить у гида или оформить самостоятельно. У Гоа 3 мобильных оператора – Airtel, Ви, Jio. Выбирать нужно по месту проживания. Какая связь лучше ловит, то и берем. Можно уточнить у хозяина жилья. Важно! Карта при покупке не активирована. Для активации надо набрать какие-то коды. В Гоа обычно продавцы делают это сразу сами. Если нет, попросите. Безлимитного интернета в Индии нет. Все карты с лимитом на сутки. Если лимит исчерпан, интернет умирает до утра. Мне хватало 2 гигабайта. Ну вот такие сегодня у меня для вас полезные советы. Если было интересно, ставьте лайк. Если есть вопросы, пишите в комментариях. А в следующем видео я расскажу, как арендовать байк и не заплатить за чужие царапины. Кто бибикнул, тот и прав. Правила движения по дорогам Гоа. Если вас остановил полицейский, что говорить и что делать? Пробки из-за коров. Какое наказание грозит за убийство священной коровы? Подписывайся, чтобы не пропустить.